Так, это у нас Jaguar I-Pace EV400. Так, у него якобы периодически загорается ошибка. Сейчас хочу разобраться, что за ошибка на ней. Приветствую всех на канале. Война в Украине вносит свои коррективы в нашу жизнь. Это вынудило наш коллектив работать в разных городах. Часть наших сотрудников остались в родном городе Харькове. И там полноценно работают. С киевского филиала Иван временно вернулся в город Кривой Рог. И надеюсь, что в ближайшее время в Киеве восстановит работу наш филиал. Я в свою очередь уехал в славный гостеприимный город Львов. Здесь меня временно приняли на работу. Спасибо руководству компании Bosch Автосервис 112 Украина. Собственно говоря, это видео снималось именно во Львове. И надеюсь на скорейшее окончание этой войны и возвращение в родной мастер-сервис. Как говорится, в гостях хорошо, а дома лучше. Ну и, конечно, огромная благодарность всем, кто помогает финансово волонтерам, как на карты Бориса, так и на мой PayPal. Спасибо всем большое. Работаем под сигналом воздушной тревоги, но уже, в принципе, привыкли к этому. И сейчас у нас в работе вот такой вот ягуарчик с проблемой. Машина даже не запускается. И при нажатии педали тормоза она ведет себя некорректно. Сейчас будем диагностировать ее и смотреть, на что жалуется. Проблема з гібридним акумулятором. Можна обережно їхати далі. Відгук педалі тормоза. Контроль тиску по кришках встановлений для легкого навантаження. Можна обережно їхати далі, обмежена робота. Так, вот такие вот у нас предупреждения выскакивают на приборке. Сейчас поедет у нас автомобиль или нет. Машина себя как-то ведет вообще неадекватно. Эффективность торможения очень низкая. Педаль. Педаль ведет себя некорректно. Что-то с ней происходит невообразимое. Какая-то вибрация сумасшедшая. И опять не хочет ехать. Можна обережно їхати далі, обмежена робота. Зупинитися в безпечному місці, виявлена несправність акумулятора. І автомобіль у нас вже не їде. Виявлена несправність коробки передач. Вот так себя ведет педаль тормоза. И индикации РНД моргают. А чтобы автомобиль ехал, они должны гореть. В общем, такие вот куча ошибок, и автомобиль у нас не едет. В общем, будем сейчас диагностировать ее. И в бокс она тоже не запускается. Сейчас попробую заглушить и перезапустить ее. Вообще у нас ничего не включается, ничего не едет.
В общем, вот такой вот у нас подарочек. А вот ошибки по нашим блокам. Шина данных FlexRay, недействительные данные узлов. Шина данных FlexRay. Блок управления коробки передач обрыв. Датчик блокировки трансмиссии на стоянке обрыв. Замыкание на плюс. То есть явно есть какая-то проблема с разъемом, либо со жгутом проводов, либо еще с чем-то. И эти ошибки у нас... Блок управления высоковольтной КБ, нарушение функции, система электропитания, шина данных CAN, шина данных FlexRay. Короче, у нас ошибки, скорее всего, не с какими-то блоками, а именно с шинами. Они у нас либо на земле висят, либо в обрыве, либо еще что-то. В общем, будем тогда разбираться с этими проблемами. В общем, по бюллетеню, который Jaguar Land Rover предоставил в свободный доступ, это сервисный бюллетень, это может быть проблема вон с тем разъемом. Сейчас попытаюсь его показать. Вон есть разъем за вот этими двумя оранжевыми проводами высоковольтными, и якобы в нем могут быть проблемы из-за того, что он там не закреплен. Чтобы его проверить, и там такой же перечень ошибок, ну плюс-минус, они могут отличаться, но тем не менее. Но чтобы до него добраться, сейчас попробую открутить этот кронштейн, и может быть получится до него добраться. Иначе придется, чтобы только проверить эту проблему, ну и дальше проверять проводку, придется разбирать под капотом. Здесь автомобиль полноприводный, два мотора идет, передний и задний. Вот такая вот конструкция, все закрыто таким шумоподавляющим кожухом. И все достаточно плотно. В общем, сейчас попытаюсь скрутить кронштейн, добраться до него. Если получится, значит будет очень хорошо. Если нет, тогда придется разбирать частично под капотку. В общем, чтобы добраться до того разъема, придется пробовать добираться сверху. И здесь увидел, что стоит еще один маленький аккумулятор 12-вольтовый, только малюсенький. Вот стоит основной 12-вольтовый, а вот стоит дополнительный. Зачем он здесь нужен, честно говоря, пока не понимаю. Но тем не менее он здесь есть. Кстати, еще хочу добавить, что эти аккумуляторы, они не запараллелены друг с другом. Потому что если мерить напряжение с плюса на минус, у нас два вольта. 2 вольта. То есть у нас плюсы здесь не запараллелены друг с другом. Вот так вот. Скорее всего, этот аккумулятор у нас служит для того, чтобы работал бустер тормозной. При нажатии на тормоз, чтобы не просаживался этот аккумулятор, а работал чисто на этом. И очень похоже, что все-таки автомобиль жалуется на конкретно этот аккумулятор. Этот аккумулятор уже стоит здесь новый. Так, а вот у нас что с аккумулятором. Вот у нас аккумулятор. И он показывает, что у нас 11,31 вольт. Но есть такой момент. Вот лампочка. При подключении нагрузки аккумулятор просаживается до 0 вольт. То есть у нас даже лампочка не загорается. Аккумулятор мертвый, поэтому тот провод там восстановленный и контакт там хороший. Начнем с того, что поменять этот аккумулятор.
Потому как не может в машине быть мертвый аккумулятор и при этом это проходить беспоследственно. Поменяем этот аккумулятор и дальше будем смотреть. В общем, установился новый аккумулятор фирмы Excite. Четко он классируется сюда на оригинальный и отлично встал. В общем, сейчас будем тестировать, ушла проблема у нас или же нет. Так, автомобиль у нас запустился. Ошибок у нас пока нету. После любой работы автомобиль нужно протестировать. Соответственно, нужно будет на нем проехаться. В общем, сейчас проедемся на нем и посмотрим. По педали никаких дефектов нету. Педаль тормоза не бьет, как било первоначально. Да и по ощущениям усилитель работает как-то мягче. В общем, будем надеяться, что наша кошечка вылечилась и все будет хорошо с ней. В общем, будем тестировать. Не знаю, будет ли от камеры труситься. У камеры есть стабилизация, но даже видно, как сама камера трусится. Уж больно спортивно заточенная подвеска. Любая неровность. Такое впечатление, что едешь без пружин абсолютно. Хотя здесь, наверное, есть, чтобы поменять жесткость подвески. Но не знаю, не буду здесь уже лазить в настройках. Нам сейчас нужно проверить, чтобы не было других проблем. Но, по крайней мере, сейчас на автомобиле 2 дня ее тестировали до сборки окончательно. Вот сейчас собрали ее, все уже собрано, никаких дефектов не проявляется. Так вот, всего лишь был высаженный аккумулятор в хлам. Один из 2 12-вольтовых аккумуляторов был высажен в хлам, и автомобиль себя сходил с ума. Но нужно отдать должное, что на приборке высвечивалось, что заменить гибридный аккумулятор. При том, что 12-вольтовый большой аккумулятор на этом автомобиле уже меняли. И то, что здесь был второй аккумулятор, конечно, было легкой неожиданностью. Но всякое бывает. И в электромобиле бывает много аккумуляторов. Дефект не проявился. Автомобиль можно отдавать владельцу. Вот такое вот было сегодня видео с таким вот интересным автомобилем. У меня он в работе такой автомобиль впервые, поэтому решил поделиться с вами работой по этому автомобилю. Если вам понравилось, подписывайтесь на канал, ставьте лайк. До скорой встречи, всем пока. Ручки на Ягуаре сделаны интересные. Они тоже выдвижные, как на Тесле и на некоторых еще современных автомобилях, в том числе и Мерседесе. Но ключ для открытия находится аж там. И не знаю, можно ли вытащить саму ручку, вернее вытянуть ее, чтобы можно было добраться до секрета. Но не знаю. И ручка у нас прячется. Ну, сейчас она не спрячется, капот открыт.